Здравствуйте, дорогие любители вязания! Хочу предложить вам сегодня связать вот такую красивую кайму спицами. Кайма с листьями, ажурная, изящная, симпатичная. И я связала два образца. На одном образце у меня просто кайма связанная, и на другом образце я набрала по краю каймы петли, чтобы продолжить вязание дальше. Начинаем кайму вязать с половины листочка и заканчиваем другой половиной этого же листочка. И когда мы будем сшивать детали, сшивать мы их будем невидимым швом, и получится у нас вот такая непрерывная кайма. Давайте я вам покажу схему. Вот схема этой каймы. 14 петель мы набираем. В процессе вязания у нас увеличивается количество петель. Потом мы закрываем петли, делаем зубчик и продолжаем раппорт. Раппорт составляет вот 14 петель в ширину, первоначальное количество, и 10 рядов в высоту. На схеме изнаночные ряды показаны так, как они выглядят на лицевой стороне. Петли в них показаны так, как они выглядят на лицевой стороне. Это значит, что мы при поворотном вязании, но кайма по кругу ее и не свяжешь, мы поворачиваем работу, и в изнаночных рядах петли вяжем наоборот. Вот у нас будет лицевая петля, мы в изнаночном ряду будем вязать ее изнаночной петлей и наоборот. Схема будет в процессе вязания перед вами. Набираем на спицы 14 петель. Вяжем первый ряд. Снимаем кромочную петлю. На схеме кромочная петля вот показана. Первая петля — это кромочная на схеме. Далее вяжем лицевую петлю. Делаем накид. 2 вместе вяжем лицевой с наклоном влево. Снимаем петлю, провязываем вторую и протягиваем ее через снятую петлю. Дальше снова делаем накид. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Можно просто развернуть петли и провязать вот так 2 вместе лицевой. Далее будет 1 изнаночная, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. 1 лицевая, накид и 3 лицевых. Здесь кромочная петля тоже провязывается лицевой петлей и входит в схему узора. Второй изнаночный ряд. Кромочную снимаем. Далее будет 5 изнаночных. Накиды вяжем изнаночными. 4 и 5. 1 лицевая, 5 изнаночных. И в конце ряда 2 лицевых. Здесь мы кромочную провязываем лицевой петлей. Третий лицевой ряд. Снимаем кромочную петлю, вяжем лицевую петлю, делаем накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. Я перешла на бабушкины петли, и 2 вместе лицевой с наклоном влево я вяжу просто за заднюю стенку. Снова делаем накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 1 изнаночная и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Мне нужно для этого петли развернуть. Вот так. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее будет 1 лицевая. Делаем накид, 3 лицевых до конца ряда. Кромочную провязываем лицевой. 4 изнаночный ряд. Снимаем кромочную петлю, 5 изнаночных, 1 лицевая, 5 изнаночных и 2 лицевых. Кромочную вяжем лицевой. 5 лицевой ряд. Снимаем кромочную петлю, лицевая петля,
накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид и 4 лицевых. Шестой изнаночный ряд. Снимаем кромочную петлю, вяжем 5 изнаночных, 1 лицевую, 6 изнаночных. В конце ряда 2 лицевых. У нас получается в изнаночных рядах мы вяжем петли по рисунку, кроме вот последних 2 петель. Мы их всегда вяжем лицевыми петлями. Седьмой лицевой ряд. Снимаем кромочную петлю, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевых. Делаем накид и нужно провязать 3 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. У меня петли лежат неудобно, вот лицевые, мне их нужно развернуть. Снимаю лицевую, изнаночную, изнаночная лежит удобно. Развернули петли и провязываем их вместе лицевой. Далее будет накид, 5 лицевых. Восьмой изнаночный ряд. Снимаем кромочную петлю, провязываем 13 изнаночных. И 2 лицевых в конце ряда. Девятый лицевой ряд. Снимаем кромочную петлю, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 5 лицевых. Делаем накид и до конца ряда вяжем лицевые петли. Их будет 7. Десятый изнаночный ряд. Закрываем 4 петли. Вот обычным способом я провязываю 2 вместе изнаночной и получившуюся петлю накидываю на левую спицу. Затем снова, это мы одну петлю закрыли, снова 2 вместе изнаночной и петлю на левую спицу, вторую петлю, третью и четвертую. Далее посмотрите на схему, у вас там темный квадратик. Это значит, нет петли, не нужно обращать внимание на эту петлю. Дальше продолжаем вязать дальше. У нас получается 11 изнаночных. И 2 лицевых. Вот, мы провязали 1 раппорт. Мы получили вот такой зубчик. В процессе вязания петли у нас увеличивались. Затем мы закрыли лишние петли и получили первоначальное количество петель. И начинаем вязание с первого ряда. Вот такой красивый узор. И что хочу сказать, когда свяжете длинную кайму, у нас вот этот край, он будет косить, он вот так вот будет выглядеть. И, соответственно, вот когда мы провяжем, край, который мы закроем, тоже будет вот так выглядеть. То есть при замыкании в круг у нас получается, что вот края хорошо сойдутся. Но когда я сделала ВТО, казалось, что оно и так хорошо выпрямляется. И что я хочу сказать, как набрать петли.
Представьте, что мы провязали много раппортов, ну, нужное количество, и закрываем уже кайму. Вот, конечно, на примере одного раппорта неудобно показывать, слишком маленький получается. Я хочу показать, как набирать петли. Вот здесь я набирала петли из расчета, что у нас кромочная петля, она включает в себя 2 ряда. И если набирать петли из каждой кромочной петли, получится стянутое полотно. Я набирала петли, первоначально стала набирать петли. Таким образом, из одной кромочной я набирала 2 петли, и потом из одной кромочной 1 петлю. То есть получалось, из 2 кромочных я набирала 3. У меня получилось полотно расширенное, но вот, может быть, это для этой пряжи. И затем я это распустила и набирала петли так. Из 2 кромочных я набирала 4 петли, затем из одной кромочной 1. Вот я вам покажу. Не буду даже ни нитку обрезать, ничего. Вот у нас кромочная петля. Вот. Я прям целиком ее вот так подхватывала и провязывала. Можно взять крючок вот сначала, неудобно. Вот. Набрала петлю из одной кромочной. Вот одной кромочной, 1 петля. Затем из одной кромочной нужно 2 петли. Провязываем кромочную за заднюю стенку, провязываем эту же кромочную за переднюю стенку. Так. Затем снова из одной кромочной 2 петли за заднюю стенку, за переднюю стенку. И следующую кромочную из одной мы провязываем 1 петлю. И уже так чередуем. Из 2 кромочных мы вяжем 4 и так далее. И получаем вот такое полотно. И дальше вяжем уже как у вас задумано, каким узором. Но я думаю, что при такой кайме перегружать узорами слишком не надо полотно. Ну, это мое мнение. Все. Вот такой узор мы научились вязать. Вот такую красивую кайму. Я буду очень рада, если вам понравился этот узор. Если это так, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где вы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. А я желаю вам здоровья, удачи, позитива, только добрых вестей и ровных легких петелек. Пока-пока.